В Евросоюзе действительно проблема. Экспроприация на Кипре может ударить в первую очередь по Италии и Испании. Франция пока сильнее, но и там многое уже не так, как представляется издалека. Из непривычной Франции Ольга Скобеева. В больницу с сотрясением мозга увозят 5 человек. Бастовать мирно сотрудникам французского ГУДР надоело. В окна завода и в полицейских полетели булыжники и тухлые яйца. Руководство крупнейшего американского производителя покрышек убедить так и не получилось. Филиал в Амьен-Нор закрывают, 1100 человек уволят. Продажа колес для малолитражек продолжает кризисные пики. Для них это крайняя мера. Законопослушные сотрудники автогиганта проводят на завод по собственным пропускам в обход руководства, отключив камеры наблюдения. Такие выходки по местным меркам – стопроцентное увольнение. Но шансов не потерять работу у этих людей все равно не осталось. В знак протеста на заводе играют в карты и курят. Пусть все стоит брошенным. Мы не собираемся доделывать машины. Только это и пугает нашего босса. Багеты и чай из пакетиков. Сотрудники Peugeot Citroën в северном пригороде Олне-Субуа игнорируют даже заводскую столовую. Это тяжелейшая работа. Лично я здесь уже 25 лет. От здоровья ничего не осталось. Куда я пойду? На биржу? Кому я там нужен? 300 автомобилей до обеда и 400 после, до начала забастовки. На этом заводе выпускали порядка 700 машин ежедневно. Сегодня утром сборочную линию блокировали рабочие. Главный конвейер, вот он, остановлен. Руководство не идет на переговоры. На проходной просто повесили объявление. Предприятия закрывают. За последние 2 года производство сократилось в 3 раза. Объем продаж хэтчбеков Citroën C3 – это единственная модель, которую собирают на заводе, снизился на 30%. Этот завод компании просто не нужен. В апреле 2014-го, ровно через год, уволят всех, 3000 безработных. Впрочем, еще не предел. Peugeot, затеяв оптимизацию производства, оставит на улице 8000 высококлассных специалистов. Такого во Франции еще никогда не случалось. Смотрите сами. Безработная жена, ее уволили месяц назад. 2 детей и я. Меня вышвырнут отсюда со дня на день. Что они мне предлагают? Ограбить банк или, может быть, выйти на паперц? Тех, кто вышел на паперц, сосчитать невозможно. Уровень бедности в одной из флагманских экономик Европы достиг максимальной отметки за последние 20 лет. Если верить даже официальной статистике, 8,5 миллионов человек за чертой бедности, значит, ежемесячно получают меньше, чем 954 евро. Снимать однокомнатную квартиру здесь в среднем стоит 1000 евро. Свекла, салат и помидоры – это на ужин на 4. У Флорис высшее образование, она получила его в Лионе, и 3 детей. Разведенная женщина работает в яслях рядом с домом, потому что по специальности работы во Франции нет. 109 евро за детский сад нужно срочно заплатить и по 120 евро за столовую за каждого ребенка. Формально Флорис и 3 ее детей не бедствуют. Многодетная мать получает французский МРОТ – 1400 евро, так что пособие ей не положено. Можете не включать, свет все равно не работает. Чтобы чем-то кормить детей, Флорис повыкручивала в квартире лампочки. 90 евро за электричество, за газ 27, за воду 58 евро, за телефон 115, за квартиру 617. Если все сложить и вычесть из моей зарплаты, на жизнь остается 314 евро. Французская система социального обеспечения, одна из самых щедрых в Европе, для экономики стала слишком накладной. 24% ВВП Франции отдают пенсионерам, бездомным и бедным. Экономить лучше на одежде, а не на еде. Мы всегда ходим на этот рынок. Здесь дешево. Очередь у социального центра «La Mie de Pain» хлебный мякиш круглые сутки. Всего 400 кроватей на 190 тысяч местных бездомных. И здесь не говорят, что ты там, на какой нации, откуда. Как в бывшей советской столовой. Дают 1-е, 2-е. На 3-е дают вместо компота дают молоко. Социальный рай. Для бродячих иммигрантов это бесплатная койка в 8-местном боксе, сытный гороховый суп и махровое полотенце. Французов, как правило, единицы, но это до увольнений и кризиса.
Это Джордж, мой сосед. Тесно, конечно, но никогда не бывает скучно. Филипп – французский пенсионер. В прошлом пилот. Пенсию в 800 евро он тратит на сигареты. 9 евро за пачку. Многие потеряли работу и опустились. Порядка 40% обитателей – это французы. Нам нужна зарплата Патриса, чтобы платить за квартиру. В противном случае нам придется уехать из Парижа и продать машину. Зарплаты жены в семье посчитали точно не хватит. Патрис проработал в Peugeot 25 лет. Первые 3 года он надеется прожить на пособие. Министр труда, социалист, впрочем, уже заявил: мы не можем обмениваться лишь поцелуями, социальные траты придется урезать. Ольга Скобеева, Евгений Полойко и Ирина Кудесова. Вести недели. Франция.